Да, заголовок этого видео получился довольно кликбейтным. Но что поделать, Google наконец-то выкатил свой генератор голоса в открытый доступ. Если они его так долго разрабатывали, логично предположить, что результат будет действительно впечатляющий. Посмотрим, так это или нет. Google AI Studio — это платформа для разработчиков, которая предоставляет доступ к моделям Gemini через API. Кроме того, периодически здесь же выкатываются в общий доступ новинки. Например, превью модели Gemini 2.5 Flash и Pro. В разделе генерации медиа можно потестить решения для создания изображений, видео, та самая легендарная Veo, правда бесплатно доступна только предыдущая вторая версия, написание музыки и новинка Text-to-Speech. Да, все верно, генератор голоса от Google на базе Gemini. Подтянулись мастодонты. Не только Eleven Labs теперь. Не так давно OpenAI выпустили экспериментальную версию своего генератора, и вот теперь Google. Итак, сразу скажу, штука в разработке, поэтому супер много настроек здесь нет. Если не получается зайти, VPN в помощь. Итак, что тут есть? Первое, на базе какой модели будет осуществляться генерация. Gemini 2.5 Flash и Pro. Оставлю Pro. Далее возможность выбрать количество спикеров, либо один диктор, либо в формате диалога. Это интересно, особенно учитывая, что большинство текст-to-speech моделей двигаются в сторону создания именно диалоговых подкастов. Но попробуем пока с одним диктором. По сути, в настройках один показатель, который отвечает за креативность нейронки при вашем запросе. Точно ли она будет ему соответствовать или начнет импровизировать на свой вкус. Ну и выбор голосов хороший. Довольно много, они приятны, есть и мужские, и женские. Если докапываться, может быть слишком похожие, нет ярких и выдающихся, условно глубокий бас, взрослый с хрипотцой и так далее. Но мы не знаем, как они раскроются с текстом, так что все возможно. Голос выбрал, теперь попробуем предложенный промпт. Обратите внимание, текстовая часть описывает задание для озвучки. Прочитать быстро дисклеймер. Availability and terms may vary. Check our website or your local store for complete details or stores. И он справился. То есть модель не просто генерит голос, но ей можно добавлять эмоциональный окрас или указывать на детали, которые важны вам в озвучке. Сохранить файл к себе на компьютер легко, 3 точечки в проигрывателе и скачать. Супер, но все по порядку. Сначала для теста текст на английском. Jim stopped inside the door. He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. His eyes looked strangely at Della, and there was an expression in them that she could not understand. It filled her with fear. Отлично. Вдохи сразу оживляют текст, мне нравится. Но это английский, тут кто бы сомневался. Важно, как он сработает с другими языками. Возьмем женский голос и какой-нибудь художественный текст на русском. В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось 2 граждан. Первый из них, приблизительно 40-летний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Ну, хорошо же, хорошо. Приятно наблюдать, как со временем генераторы голоса становятся все более и более адекватными. Меняем голос, пусть будет глубокий мужской и какой-нибудь случайный текст, например, такой. Друзья, большое спасибо вам за ваши комментарии. Они позволяют нам становиться лучше и интереснее. Кроме того, вместе с подписками и лайками, они помогают нам попасть в рекомендации на YouTube и быть услышанными. Вот так, считай, даже интеграцию поместил в видео. Пока только свою в своем же, но уже что-то. А вот теперь внимание, промпт, который задает определенный эмоциональный окрас. Голос тот же. Заиграет ли он по-другому? Более патетично. Это платформа для локального запуска языковых моделей на вашем компьютере. Локально, без интернета, безлимитно и без передачи данных третьим лицам. Да, как моя учительница на школьной линейке. Ну и пусть этот же текст, но женским голосом и как будто после пробежки в 30 километров. Это платформа для локального запуска языковых моделей на вашем компьютере. Локально,
без интернета, безлимитно и без передачи данных третьим лицам. Ух! Шикарно. Особенно импровизация в конце. Мне это серьезно нравится. Так, теперь посмотрим режим диалога. Переключаем его справа в меню. Тут я заранее заполнил. Слева есть блок для скрипта, справа отдельные блоки. Мы можем задать сразу промпт, как будут звучать голоса, с какими интонациями, и написать текст для 2 спикеров. Так же, как и голоса, для каждого спикера свой. Ну, давайте попробуем. Дайте нарзану. Нарзана нету. Пиво есть? Пиво привезут к вечеру. А что есть? Абрикосовое, только теплое. Честно, мало напоминает диалог. Хотя, может, надо было покопаться в промпте, не знаю. Но отдельно звучат намного лучше. Ну и в завершении продолжительность аудио в бесплатной версии. Потестил на нескольких вариантах продолжительности. 2,5 минуты начитал легко. Опробовал всю книгу на несколько часов целиком закинуть, тут уже ошибка. Не смог. Пишите в комментариях, если будете тестить этот момент. Думаю, всем будет интересно. Слышали про эффект зловещей долины? На мой взгляд, все генераторы голоса звучат все лучше и лучше, уже почти как люди, но все равно не хватает естественности. Хотя на примере Gemini мы видим варианты решения этой проблемы. С помощью текстового промпта вы можете добавить эмоциональный окрас там, где это нужно. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.